Hi everyone, с вами Ева Лорман, и сегодня я расскажу вам, как правильно пользоваться феном. Итак, let's go, друзья! Если подходить к этому профессионально, здесь есть свои особенности и тонкости, и если их не знать, можно, конечно, в этом деле надолго зависнуть. Так вот, два профессиональных фена. Parlux. Этот модный, под который я сегодня, кстати, и прибарахлилась. Этот классический. Это очень старая модель, и ей уже, наверное, лет 10, что ли. Ну, очень старый фен. Разница между ними большая. Этот короткий, это гораздо больше. По весу они практически одинаковые. Еще есть одна особенность у них. Эта модель универсальная под правую и левую руку. Вот эта модель предназначена только для правой руки, потому как, когда мы держим фен этой рукой, мы пальчиками вот этими переключаем мощность и регулируем температуру воздуха. Если взять эту модель в левую руку, то это будет очень неудобно. И на это надо обращать очень большое внимание. В общем, вы поняли, расположение кнопочек зависит, в какой руке вы держите фен. Я, например, думала, что все люди держат фен в левой руке, а расческу в правой. Оказалось, все не так. Оказалось, что есть и другие люди на планете, которые фен держат в правой руке, а расческу в левой руке. Для меня это было открытие. Открытие это со мной произошло, когда я начала преподавать парикмахерское искусство, где я посмотрела на все разнообразие людей. Мне даже и в голову не приходило, что фен можно держать в правой руке, а расческу в левой руке. Я всегда рассуждала так. Расческой приходится гораздо чаще и больше манипулировать. А фен просто держишь и держишь. Поэтому расческа должна быть в надежной рабочей руке, а фен в нерабочей руке. Рабочая рука – это та рука, которой мы пишем или кушаем. Помните, как в школе? Марья Ивановна такая: так, дети, взяли ручки в руки и подняли руки. Для чего она это делала? Чтобы увидеть, есть ли в классе левша или все правши. И нарисовались такие шеренги из правых рук. И вдруг Марья Ивановна: о боги! У Петрова ручка в левой руке. И весь класс такой: Петров инопланетянин. А Марье Ивановне валидол. Вообще, в то время это было как-то принято. Даже если человек левша, все учителя заставляли писать ребенка правой рукой. В дальнейшем я, ездя по миру, увидела совершенно другую картину. Я бы сказала, что левшей и правшей буквально 50 на 50. Я была удивлена, крайне удивлена этому моменту. И среди моих студентов половина людей, которые, может быть, они переученные левши, поэтому при покупке фена обязательно обращайте на это внимание, в какой руке вы держите расческу. Только лишь после этого уже подбираете фен с кнопочками под вашу руку. И у меня на этот счет есть история из моей практики. Как у меня проходили занятия по приобщению студентов к фену и расческе? Это было просто что-то. Представьте, занятие. Группа из 10 человек. Так говорю: отряд, слушай мою команду. В одну шеренгу становись. Взяли в руки расчески и начинаем тренировку. Расческу крутим быстрыми, уверенными движениями в руке. И уже готова была сказать: переходим к другой операции. Да не тут-то было. Расчески буксовали практически у половины студентов. Я так смотрела на них и думала: по-моему, у нас небольшие проблемы. А потом как-то спрашиваю у них: а вы вязать умеете? Некоторые: да, и спицами, и крючком. А некоторые: а что это? Да, думаю. А из пластилина вы лепили в детстве? А некоторые: а я и до сих пор леплю. Я такая: хух, ну хоть с этим все хорошо. Продолжаем дальше. Говорю им: так, отряд, слушай мою команду.
начинаем наше издевательство над манекеном. Первое издевательство. Берем расческу в руки, заводим расческу в волосы. Так это называется профессионально. А выглядит, как будто я им сказала: намотали максимально хаотично волосы на расческу и пытаемся в этом клубке волос расческу прокрутить. Выключенный фен при этом держим в стык с расческой. Ой, что тут начинается? Манекены от ужаса орать начинают. Фены с расческами вылетают из рук. Я им говорю: вот видите, для чего на фене вот такие вот резиновые полосочки. Это для того, чтобы фену не больно было падать. Итак, первое издевательство пройдено с отличием. Переходим ко второму издевательству. Все то же самое, но включаем фен. Вот тут-то и начинается самое интересное. Все подпрыгивают от звука фена, как будто у них не фен в руках, а петарда, которую надо поджечь и срочно выбросить. Были такие случаи. Фены гудят, волосы летят, манекены вопят. Благо расчески запутаны в волосах и не падают на пол. И все как обезьяна с гранатой. Или как мягкие куклы. Вот так вот, руки ватные. Я первое время на это смотрела с крайним удивлением. А потом привыкла и поняла, насколько люди все разные. 1 или 2 человека проходили этот квест. Остальные, как на минном поле, шарахались от всего. После этого штурма, когда выключались фены, я всегда спрашивала: до сих пор ли вы считаете, что сушка и укладка волос — это плевое дело? Все такие: нет! Кто считает до сих пор, что вам нужно было сразу же на это занятие подавать живых моделей? Все такие: боже, только не людей. Некоторым просто сразу на первое же занятие живых людей подавай. После этого опроса я им говорю: так, не парьтесь, через 3 дня и на вашей улице будет праздник. У кого вываливались из рук фены и расчески, шаг вперед. Выходят такие, напряглись. Я им: вы будете наказаны нарядом вне очереди. Завтра приносите шерсть и спицы и будете вязать фен. А у кого нет таких инструментов, приносим пластилин и будем из пластилина лепить расческу со всеми ее зубчиками. Все поржали, конечно, обстановка разрядилась. Я им говорю: у кого вываливались из рук инструменты, попробуйте взять эти инструменты в противоположные руки. И делаем то же самое. Мучаем манекена. И вы знаете, это срабатывало. Может, они просто не хотели вязать фен. Но, как говорится, победители не судят. Главное — результат. Итак, с локацией фена и расчески мы разобрались. А сейчас я вам покажу основные функции фена и в каких зонах, под каким углом мы держим фен. Первая кнопочка в фене — это мощность. Обычно она имеет 2 положения. Вторая кнопочка — регулировка горячего воздуха. Тоже 2 положения. Третья кнопка — это охлаждение. При включенном горячем воздухе вы можете, нажав на эту кнопку, добиться подачи холодного воздуха. Но это не происходит моментально. Даже если вы нажали кнопку, надо немного подождать, чтобы пошел холодный воздух. Мы обозревали фен для правой руки, а сейчас посмотрим на фен универсальный. Та же самая система, мощность регулируется верхней кнопкой, имеет 2 положения. Нижняя кнопка — это подача горячего воздуха и регулировка горячего воздуха, 2 положения. И верхняя кнопка — кнопка охлаждения. При включенном горячем воздухе, нажимая на эту кнопку, мы получаем поток прохладного воздуха. Если у вас получается переключать кнопки одной рукой, пожалуйста, отлично. Но если не получается это сделать, то помогаем другой рукой. Ничего страшного в этом нет. Облегчайте себе работу максимально и не заморачивайтесь на этом. Далее, в стандартную комплектацию фенов входит как минимум 2 насадки. Первая 6 см для сушки и укладки узких прядей.
и вторая 7,5 см для укладки и сушки широких прядей. Насадки одеваются на фен легко. И я вам покажу сейчас самое основное положение насадки на фене. Вот такое. Это положение называется вертикальное, потому как насадка расположена вертикально. А также есть положение горизонтальное. Но это не популярное положение, и я лично редко когда таким положением пользуюсь. При работе в зоне А и в зоне С положение фена практически вертикальное, и насадка также вертикальна по отношению к фену. В большинстве случаев в этих зонах не требуется создание дополнительного объема. А вот уже в верхней части зоны С здесь необходимо создавать дополнительный объем. И фен мы здесь держим под углом 45 градусов. И поток воздуха направлен прямо, точно в центр расчески. И ни в коем случае не на корни волос, иначе вы обожжете кожу головы клиента. Такое часто бывает. То же самое делаем и на боковой зоне. И посмотрите, почему я не очень люблю такие зажимы, как крабики, потому что они потом мешают дальнейшему правильному положению фена. Лучше в таких случаях пользоваться зажимами уточка. В зоне Б положение фена абсолютно горизонтальное. При этом насадка на фене по-прежнему вертикальна. В зоне челки держим фен горизонтально, а насадка на фене по-прежнему вертикальна. Если мы сушим челку на себя вперед, то положение фена под 45 градусов, а насадка по-прежнему вертикальна. Я вам показала сейчас самую классическую и популярную схему положения фена во время сушки и укладки волос. Есть, конечно, исключения, но это уже настолько индивидуально, что я думаю, что не стоит такого пристального внимания. Обратите внимание, что горизонтально практически насадка не используется на фене, потому как при таком положении очень неудобно работать, и рука будет очень сильно уставать. Я с удовольствием поделилась с вами этими тонкостями и надеюсь, что они вам помогут в работе. На этом все. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Благодарю вас всех за активное участие в моем канале, за прекрасные комментарии. Продолжайте в том же духе. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.